Всем здорово! Прошло уже, наверное, 1000 лет с того момента, как я выпускал видео на этом канале, а виной этому эмоциональная перегрузка в связи с ситуацией в мире. И, разумеется, бытовые проблемы тоже. Учеба и подготовка к ЕГЭ, которую, к слову, у меня уже через 2 месяца, если не раньше. Но я вернулся к вам сделать ролик по новому аниме, которое я сам очень долго ждал. Аниме под названием Spy X Family, или же Семья шпиона. Студия, делавшая это аниме, наши старые добрые Вид Studio, которые известны благодаря первым сезонам Атаки Титанов, благодаря последнему Серафиму, благодаря очень хорошему аниме Сага о Винланде. Ну и теперь я буду добавлять в их список лучших проектов рейтинг королей, на который, кстати, у меня тоже был обзор. Если не смотрели, то не забудьте потом посмотреть. Там тоже очень интересный проект. Жанровая составляющая тоже достаточно интересная. Сёнэн экшен комедия. Рейтинг у аниме 13+. Так что на что-то супер фансервисное рассчитывать не стоит. Хотя тот, кто хочет, ищет способы, кто не хочет, ищет причины, как говорил один мудрый человек. И те, кому будет надо, найдут интересующий их контент на других интересных сайтах. Прочитаю вам краткое описание аниме с сайта Шикимори. Кто приходит на ум, когда речь заходит о тайных агентах? Конечно же, невероятный Джеймс Бонд, который постоянно подвергает жизни опасности, выполняя секретные миссии. О таком харизматичном и смелом мужчине мечтают многие дамы. Так что агент 007 купается в лучах женского внимания. Герой этой истории Ллойд Форджер. Погони, шпионаж, перестрелки, тайные миссии. Все это является неотъемлемой частью его жизни. Закончив одно задание, он тут же принимается за другое, усталость ему неведома. Однако на этот раз миссия оказалась немного необычной, он должен сохранить мир между двумя странами, а для этого ему предстоит обзавестись фиктивной семьей. Роль роковой красотки из Бондианы и по совместительству жены Ллойда достается Йор Форджер, профессиональная наемная убийца с кодовым именем Тернистая принцесса. Для полноты картины осталось обзавестись еще и ребенком. И Эспер, Аня Форджер, только рада заполучить себе крутых новых родителей. Теперь новой семье предстоит не только выполнить секретное задание, не раскрыв себя, но и понять, что семья это гораздо больше, чем просто кровные родственники. Согласитесь, описание этого аниме цепляет, оно интересное. И что есть у этого аниме, чего нет у Джеймса Бонда? Так это милой маленькой лолечки. Подбор в составе сэйю, кстати, тоже довольно интересный. Главного героя по имени Ллойд Форджер озвучивает никто иной, как Такуя Эгути, который известен такими ролями в аниме, как Хачиман Хикигая из аниме Аригайру, Сюдзи Хама из аниме Токийские мстители, ну и Сои из аниме о моем перерождении в слизь. Жену главного героя по имени Йор Форджер озвучила Саори Хаями, которая известна по таким ролям в аниме, как Юкино Юкиношита из аниме Аригайру. И это очень интересно, потому что оба этих сэйю озвучивали героев, а именно Хикигаю и Юкиношиту, между которыми была романтика. Так что мне кажется, что такое сочетание должно придать дополнительной химии между героями, особенно для тех, кто смотрел Аригайру. Также Саори Хаями известна ролью Сёка Насимии из полнометражного, очень душераздирающего аниме под названием «Форма голоса». Ну и третья наиболее известная роль в аниме – это Юмэко Джабами из аниме «Безумный азарт». Малышку по имени Аня Форджер озвучила сэйю по имени Ацуми Танэдзаки, которая известна благодаря ролям в аниме, например, Рио Футабе из аниме «Глупый свин не понимает мечту девочки-зайки», Тисы Хатори из аниме «Невеста чародея», ну и роль Виви из аниме «Виви», как ни странно. Сейчас прочитаю краткую характеристику этих героев. Ллойд Форджер – профессиональный шпион, известный под кодовым именем Сумрак. В рамках новой, особо важной миссии должен играть роль семьянина. Йор Форджер – профессиональная наемная убийца, известная как Тернистая принцесса. Из-за насмешек коллег всерьез начала беспокоиться, что, будучи не замужем в свои 27 лет, привлечет подозрения, после чего по стечению обстоятельств познакомилась с Ллойдом Форджером и вступила с ним в фиктивный брак. Она смущается, когда в их с мужем отношениях появляются намеки на романтику. Также привязалась к приемной дочери Ане. У нее есть младший брат Юрий Брайер, которого она вырастила самостоятельно, так как их родители погибли. Аня Форджер
6-летняя девочка, о прошлом которой мало что известно, удочерена Ллойдом Форджером в рамках его миссии. Обладает даром к чтению мыслей, обожает аниме про детективов и шпионов. Благодаря своим способностям знает всю правду о Ллойде и Йор, но продолжает играть роль глуповатой девочки, так как ей нравится наблюдать за шпионским зрелищем. Ну что ж, мы разобрали все по частям и теперь можем перейти к обзору и анализу первой серии, которая вроде как вышла вчера. Все зависит от того, когда выйдет это видео. Если я успею до своего дедлайна, то это видео должно выйти в воскресенье, 10 апреля. Если нет, значит я снова обосрался. Ну да ладно, посмотрим. Итак. Первая серия начинается с того, что два чебурека слетают с моста на машине и взрываются. В той машине был дипломат, и ситуация была подстроена. На дело отправляют самого опытного шпиона Сумрака. В следующей сцене наш главный герой в маске главы другой группировки забирает информацию, и после этого к человечку подходит настоящий мужик, и пацанчик знатно кринжует сам с себя. Между двумя враждующими государствами наш Сумрак уверенно держится на плаву. Далее в ресторане с подставной девушкой он резко разрывает отношения, когда та предложила ему обвенчаться. Такова жизнь шпионов. Сумрак, идя по ночному городу, сам себе говорит, что когда стал шпионом, отказался от таких вещей, как радости жизни, любовь, морковь и все такое. В другой день он получает зашифрованное послание в газетах и узнает, что для него поручено новое дело, в котором ему будет необходимо играть отца с женой и дочкой. От этого он сам немного офигел. Дочка ему нужна, чтобы попасть на родительское собрание и пересечься с их целью, которая очень замкнута и посещает только собрание своего сына. Снимая квартиру, он проверяет ее на наличие жучков. Отныне его зовут Ллойд Форджер. За дочкой он пошел в приют, и самой одаренной является Аня, которая, к слову, владеет телепатией, благодаря которой ей удается решить кроссворд и убедить Ллойда взять ее с собой. Небольшая предыстория Ани. Она является экспериментальным объектом 007. Отсылочка, заметили? Который сбежал от своих создателей и ищет для себя место. Ллойд ей говорит, чтобы отныне она считала его отцом. Ллойд с Аней попадают в различные неловкие ситуации, что очень забавно. О, ничего себе! Посмотреть, как Ллойд быстро читает. Хотели бы так же? Лично я – да. Аня решила поиграть в шпиона и в вещах своего отца нашла тайную связь, при помощи которой она отправила сигнал, и ее похитили. А Ллойд, как отличный шпион и теперь хороший отец, спасает свою дочку. Боевка здесь, конечно, хороша. Ллойд гений. Он надел маску одного из нападавших, что были в его квартире, а свою одежду напялил на другого, тем самым попал в логово этих людей. При спасении Ани, при ее плаче, он словил флешбеки о том, какое трудное детство у него было, как он тоже плакал. Разобравшись с этими мэнчиками, Ллойд и Аня воссоединяются. Ане удается поступить в ту самую школу, сдав экзамен, к которому Ллойд ее готовил сутки напролет. И на этом кончается первая серия. По итогу получается очень интересная картина, классная рисовка, интересная завязка сюжета, крутые хитрости Ллойда и, конечно же, милашка Анечка. Жену в первой серии, конечно, не показали, но до этого мы еще с вами доживем. К слову, мне будет интересно узнать ваше мнение об этом аниме. Будете ли вы его смотреть или же нет? Если будете, то почему? Если нет, то тоже напишите почему. Ответы мне в комменты. Ребята, говорят, YouTube могут закрыть, поэтому все перегоняют своих подписчиков в телеграм-каналы, а я вас приглашаю в наш дискорд-сервер Чучхелы. Вся информация будет там. Если вдруг YouTube закроют, я с вами там свяжусь. Ссылочка на наш с Михаилом сервер в описании. Будем ждать. Как говорил один гениальный человек, простите за видео. Если вам видео понравилось, ставьте дизлайк, не пишите комментарии, отписывайтесь от канала, не включайте уведомления. Всем спасибо за просмотр, увидимся хрен знает когда. Всем пока.